Всем привет! С вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Сегодня готовим голубцы, но не классические. Получится вкусно и необычно. Но обо всем по порядку. Давайте начнем. Для приготовления начинки нам, конечно же, понадобится рис. Промываем его несколько раз холодной водой. Сколько брать в соотношении с фаршем, смотрите сами. У меня здесь 50 грамм в сыром виде. Теперь заливаем рис холодной водой. Ставим на плиту, доводим до кипения. Засекаем 5 минут. Также нам понадобится 500 грамм фарша. Можно взять готовый или пропустить самим через мясорубку. Рис уже сварен до полуготовности за 5 минут. Промываем его холодной водой. И теперь его по весу стало 100 грамм. Также в начинку у нас пойдет небольшая луковица, которую нарезаем мелкими кубиками. И уже можно смешивать начинку. В миску кладем фарш 500 грамм. Добавляем 100 грамм риса, отваренного до полуготовности. Нарезанную кубиками луковицу по весу 100 грамм. Солим, перчим и слегка перемешиваем. Но это еще не все. К начинке мы еще вернемся. Сами голубцы мы будем делать из пекинской капусты. Она более нежная, если сравнивать с белокочанной. Отрезаем нижнюю часть, верхние листы я удалила. И саму капусту разбираем на листочки. Листы складываем в большую чашку, можно кастрюлю. А оставшуюся середину мелко нарубим. Примерно 100 грамм я оставляю, нам это понадобится позже. А еще 100 грамм добавляем в начинку для сочности. Тщательно смешиваем руками, накрываем и пока ставим фарш в холодильник. Вскипятим воду и кипяченой сразу заливаем листы капусты. Необходимо оставить буквально на пару минут. Затем листы достаем. И как видно, они стали уже мягкие. У листочков срезаем толстое основание. А сам лист разрезаем вдоль пополам. Если же листочки маленькие, или вы хотите сделать наоборот крупные голубцы, то этот пункт можно пропустить. Теперь берем половинки, которые мы подготовили. На каждую кладем у основания столовую ложку фарша и сворачиваем трубочкой. Края заправляем внутрь с двух сторон. Такие голубцы у нас точно не раскроются. Показываю еще раз. Начинка. Сворачиваем от основания. Края с двух сторон заправляем. Из данного количества начинки у меня получилось 16 средних голубцов. Очищенный картофель необходимо осушить салфетками. Сначала режем картошку пополам и каждую половинку на 2 части. Еще подготовим овощи для соуса. Он у нас будет необычный. 2 небольших перца сладких. Очищаем от семян, убирая перегородки. Пару луковиц нарезаем крупными кубиками. Следом перец недлинной соломкой. Ну а сырую морковь, 2 штуки, натираем на крупной терке. В небольшом количестве растительного масла обжариваем дольки картофеля, переворачивая их время от времени.
Обжаренный картофель укладываем в жаровню на нижний слой. Вслед за картофелем обжариваем голубцы с двух сторон. Нет задачи приготовить до полуготовности, есть задача слегка поджарить капусту. Блюдо уже будет с другим вкусом. Обжаренные голубцы кладем поверх картофеля. На растительном масле обжариваем овощи, все вместе, но пока не смешивая. Когда слегка они становятся мягче, можно посолить и поперчить по вкусу. Добавляем к ним пекинскую капусту, которую мы оставляли в начале, и еще пару минут все обжарим. К овощам отправляем немного томатной пасты и для вкуса кусочек сливочного масла. Перемешиваем. Вливаем стакан кипяченой воды. И теперь все овощи вместе с водой перекладываем в блендер. Измельчаем до однородного состояния. В полученный соус можно добавить пару ложек сметаны. И в зависимости от густоты будем разбавлять соус кипяченой водой. Точное количество ингредиентов я указала под видео, а также в конце на экране. Выливаем соус поверх картофеля и голубцов, доводя до нужной густоты кипяченой водой. Хорошо посолим. Включаем нагрев и ждем закипания. После закипания не забываем добавить в жаровню лавровый лист. И под крышкой оставляем голубцы тушиться на слабом нагреве 30 минут. Все готово. Ни один голубец не раскрылся. Давайте же посмотрим, что у нас получилось. Посыпаем все при подаче зеленью. Кстати, такой соус оценят те, кто не любит блюда с кусочками лука или моркови. Соус получается ароматный, густой без загустителей и вкусный. Ну а картофель – отличное дополнение к голубцам. Попробуйте, это правда вкусно. Ставьте нравится, делитесь видео с друзьями в соцсетях. Жду ваши комментарии. На этом сегодня все. Пока.